Всем привет! Наконец-то весна вернулась, а то последние 1,5 недели так и вообще холодно было. Днем температура больше 4 градусов не поднималась, а ночью мороз был до 7. Ну, оно в принципе-то и предсказуемо. Начало апреля, а у нас на северо-западе Беларуси порой и в мае снег выпадает. Когда в конце марта температура поднялась до 20 градусов и все побежали сеяться, я особо-то и не спешил, так как предпосылок о наступлении весны, кроме показателей термометра-то и не было. Ну а сейчас, посмотрите, все оживает, помимо того, что трава начала расти, почки на деревьях распускаться, лист появляться, так и насекомые проснулись. Ну а самый главный показатель это то, что земля таяла и ожила. Вон, посмотрите, начали уже и черви вылазить, помимо насекомых. Ну а еще у меня во дворе, там где я гречку молотил прошлой осенью, так она начала обходить, появились сходы. Это тоже хороший знак того, что пора сеяться. Ну а я эти дни в основном в гараже и проводил, пытался овладеть навыком сварки. Ну и не просто на теории, а сразу на деле. Конструировал адаптер до мотоблока. Ну, в прошлом видео вы видели, как я его начал. Вроде бы и получаться стало, когда сварил трубу с трубой. Ну а вот когда начал комбинировать материалы, то оказалось, что не так все и просто. К тому же, помимо отсутствия навыка, так и делал все из металлолома. Да и, как оказалось, инструмента не было подходящего для такой работы. Ну а отрезать-то и зашлифовать болгарка справлялась. А вот отверстие сделать, перфоратор и сверло, то, которое купил, к этому не приспособлены. В итоге пришлось делать все электродом. Хорошо, что в прошлом году этот навык освоил. В итоге по 10 раз сваривая и переваривая, все же удалось скрепить детали. И можно будет попробовать проверить гипотезу, работает ли такая конструкция. Ну а потом уже, если нормально все пойдет, можно будет уже довести это все до ума. К тому же главный инженер вроде бы добро дал на первое тестирование. Первое испытание произошло относительно нормально, по крайней мере ничего не развалилось. Только что покосилось все как-то. Опять сварка отвалилась. Вроде бы молоточком стучал, держалась крепко. Ну ничего, сейчас попробую еще чуть прихватить и дальше поедем. Ну, вроде бы держится. Хотя тут, походу, не только дело сварки, еще и ось перекосило. Довольно тонкий, мягкий металл, не то что это старый. Но, как говорится, на скорость не влияет. Ну вот, далеко и не отъехал. Обломало вал. А еще даже и работать не начал. Надо будет
сделать его из чего-нибудь помощнее. Даже основная нагрузка на него и приходится. А еще сломался в неподходящем месте, прямо напротив пчел. Хорошо, что им сейчас не до меня. Походу где-то что-то цветет. Ну, сады еще не начали. Яблоня только лист пускают. Ну, не суть, главное, что не пристают. Скидывать адаптер и ехать по старинке. Начинать сеять, пока погода позволяет. Решил начать с этого участка, он у меня самый маленький, чтобы размяться. А то за зиму обленился, так на большой может и селенок не хватить. К тому же хочу здесь фацелию сеять поближе к пчелкам. Как раз должна зацвести, по идее, в конце мая, начале июня, когда будет межсезонье и ветка в природе не так и много. Будет им такое небольшое подспорье. Ну, в принципе, бы и раньше зацвела, так как здесь уже обошла хорошенько. Ну, только что довольно-таки редко и сорняков много. Да и еще я и с двух сторон по полметра участок добавлял зернина одна. Сама насеялась, это же она у меня здесь в прошлом году росла. Планировал на этот год после нее картошку сажать, говорят, хороший урожай получается. Ну, за зиму передумал. Так как, во-первых, я ее не ем практически, мне, может, ведра хватит, даже и то будет много. Ну, думал так, для кроликов, чтобы как раз вот давать на такую пару. Ну, как показала практика, то и свекла хорошо хранится, то лучше я ее больше посажу. А во-вторых, этот кусочек соседу принадлежал. Он-то разрешил мне пользоваться, так как сам не возделывает. Но только что этой зимой они от него отказались, чтобы присоединить тот сарай, чтобы за него не платить штраф, как за самозахват. У нас же сейчас так называемая земельная амнистия, ее продлили и наводят порядок на земле, чтобы теоретические границы совпадали с фактическими. Так она вот здесь где-то проходила, ну а сейчас и та сторона, и это стало бесхозной. Я-то написал уже заявление, чтобы ее себе оформить, но пока процедура эта пройдет, то может быть еще и до зимы. А так получится, если что-то посадишь, ту же картошку, то могут оценить как самозахват. А трава есть трава. К тому же с помощью фацелии еще заодно и зернину здесь подниму, чтобы техника ее сильно так не возделывать. Это мне подписчик подсказал методику, как можно целину поднимать с наименьшими трудозатратами. Но только что по времени довольно-таки долго. Ну, как раз у меня оно есть, к следующему сезону все будет готово. А нужно убрать траву. Ну, в принципе, я уже здесь скосил из гроб. Потом слегка сорвать зернину чем-нибудь таким легким, дисками, бараной, культиватором. Ну, я сделаю это с помощью фрезы, не глубоко, чтобы сильно мотоблок не напрягать. И фацелию посеять. А когда она вырастет, отцветет, выспеет, то скосить его под 0 триммером. Ну и она, по идее, должна взойти повторно густой такой щеткой, которая заглушит всю сорную траву и вообще любую, ну и сделает землю своей корневой системой довольно-таки рыхлой. Но это все теория, будем проверять на практике.
переехал на другое поле. Там, где поднимал целину в канун Нового года. Здесь по плану у меня тоже будет фацелия. Ну, только что не на весь год. А до июня соберу урожай фацелии, а потом планирую гречуку посеять и собрать еще за год второй ее урожай. Поэтому такая технология, как на том поле, здесь не подойдет. А за 2,5 месяца фацелия не успеет землю сделать лучше. К тому же, как показала практика, я был прав. Фреза не подходит для того, чтобы поднимать целину. Я хоть и прошелся здесь ей 5 раз, последний раз на самую максимальную глубину, но все равно она многолетние травы только делит и размножает. А еще зима была теплой, практически без морозов, так трава хорошо здесь и проросла. И в основном пырей. Поэтому решила запахать, чтобы с ним побороться. Да и земля довольно здесь такая плотная, жирная, в основном суглинок. Так хоть рыхлее станет. Половину одолел, осталось побегать не так уже и много. Было бы неплохо еще вороной сверху пройтись, чтобы ту траву, которая не заорывается, оставается сверху, повыдирать. Так меньше сорняка оставалось. Ну, чего нет, того нет. Хотя, когда ездил на приемку, на металлоприемку, то там были конские небольшие оборонки. Жаль только, что у меня взамен не было металла, а продать не захотели. Поэтому буду сеять тоже под фрезу. Пройду разок, неглубоко разровняю, кину семя и еще разок закрою. Кстати, после фрезы здесь довольно-таки легко пашется, дереван-то весь разорванный. И сил практически вообще не прилагаешь, просто ходишь за мотоблоком, слегка подруливаешь. Ну, только что на разворотах довольно-таки тяжело. Наверное, мой адаптер здесь бы себя хорошо показал, если бы не развалился. Хотя, скорее всего, и брадный тоже бы не дал на разворотах. Довольно здесь ухабистая местность. И разоры практически по колено, и почки. Поэтому пока разворачиваюсь, заодно и ландшафтным дизайном занимаюсь. Срезаю бугры, закидываю в ямы, разравниваю здесь местность. Решил не сеять пока, повременить несколько дней. Там вроде бы дождик передают. Да, и если честно, ленюсь фрезу перекидывать туда-сюда. Хочу еще один участок запахать, а потом сразу одним махом 2 и посеять. А предварительно туда нужно компост вывести, чтобы плодородие поднять. Хотя за прошлый год на том участке песок намного почернел из-за одного суперсидирата. И это, кстати, была не фацелия.
У моих все черви с ящика переползли на кучу. Походу им кроличий помет нравится больше, чем я отходы со стола даю. Ну что ж, повезу их на огород. Значит, овощи они не так любят и не будут портить их. О, сколько яиц! Тут целая армия, которая будет поднимать плодородие почвы. Медянку отрыл. Видели такое чудо? Действительно, как медь по цвету. Вот смотрите, как отличается. Правая сторона чистая и намного темнее, чем левая. Там виден и песок, и травы много обошло, поэтому и хочу предварительно запахать и внести органику. Прошлой весной я на этот участок вносил уже органику, сухие листья из-под заваленки. Ну а сейчас пока еще не хочу ее разбирать, потому что в доме из опыта прошлого года значительно похолодает, а еще в мае могут быть заморозки. Ну и на этом участке наполовину для эксперимента посеял 2 разных сидирата. С этой стороны сеял горчицу и потом ее триммером послойно измельчил и запахал. И как видите, результат не очень. И хумуса в земле не прибавилось, да и травы не убавилось. А с этой стороны я сеял гречиху. И если помните, осенью я ее сжал и вывез молотить. И вот такой вот результат получился. А если бы еще и солому измельчил, вернул и запахал, так и вообще, наверное, супер было бы. Скорее всего, корневая система хорошо сработала. Хоть здесь высоко, песок и вся влага быстро впитывается. Там пониже на участке у меня фацелия росла, и влаги там достаточно хватало, но все равно результат не такой получился. Так что сидират номер 1 это гречиха. А еще с нее можно и меда взять, и крупы. Но все равно в этом песке гумуса еще недостаточно, чтобы вода хорошо задерживалась. Органику нужно будет вносить, и не 1 год, чтобы повысить плодородие. Сейчас для улучшения добавлю компост из прошлогоднего кроличьего помета. Ну а в засушливые периоды планирую сделать растительную систему, чтобы из пруда снизу сюда наверх на горы воду подавать. Но это пока так, в мечтах.